Парень, да прекрати ты уже ходить туда-сюда. Я здесь 10 лет сижу, и тебе точно могу сказать, выбраться отсюда невозможно. К тому же, зачем выбираться? Смотри, одежка есть, жратва, трехразовое питание каждый день. Ты хоть где-нибудь видел простолюдина, который питается 3 раза в день стабильно? Нет таких. Все, а мы с тобой питаемся. Или может ты думаешь, что принцесса твоя будет тебе готовить? Сейчас. Между прочим, сюда по пятницам приходит Джафар и показывает представление. Так что расслабься и наслаждайся курортами Персидского края. О, сбежал таки. Что ж я не додумался эту кнопку 10 лет назад нажать? До того, как просыпались пески времени, принц Персии был известен как парнишка в белой робе, бегающий по лабиринтам темниц. Вышедшая в 1989 году на компьютерах Apple II игра Prince of Persia, созданная Джорданом Макнером, мгновенно захватила умы игроков. И все благодаря уникальному подходу автора к созданию анимации персонажей. Последующее портирование игры на какое-то безумное количество платформ только закрепило ее успех. По сути, своим творением Джордан Макнер изобрел новый игровой жанр, который назвали кинематографический платформер. Поэтому игру можно справедливо назвать знаковой для игровой индустрии. Сюжет разворачивается в Персидском королевстве, султан которого отправился в дальний поход. Тем временем его коварный визирь Джафар решил захватить под шумок трон, женившись на упрямой принцессе. На размышление он дает ей час реального времени. Мы же управляем простолюдином, который является истинной любовью принцессы, за что, собственно, нас и бросают в темницу. Никаких аллегорий с Аладдином. И далее, по всем законам жанра, нам нужно будет выбраться из заточения, покарать визиря, жениться на принцессе и получить, наконец-то, титул принца Персии. Всем 8 бит, я Роман Шабанов. Скорее ставьте лайк этому видео, а я расскажу вам, как довольно простыми по сегодняшним меркам вещами шокировала и удивляла нас игра Prince of Persia, когда мы проходили ее в детстве. Это ностальгически познавательная рубрика «Шок 5». Погнали! На 5-м месте у нас расположился лимит в 60 минут, за который нужно пройти игру. Помню, как в детстве, как только я узнал, что таймер внизу экрана показывает время, за которое нужно пройти игру, я долго возмущался. Как это? Пройти игру за 60 минут? Это же нереально! Мы с братом проходили «Принца Персии» в 8-битной версии на Денди, и игра эта весьма сложная. Часами мы бегали по уровням и частенько погибали в ямах и боях со стражей. Поэтому факт того, что игра проходится менее чем за 60 минут, вызывал недоумение. Плюс в некоторых местах игра ведет себя как квест, где нужно хорошенько подумать и исполнить нестандартный ход. Но в конце концов, разобравшись с этими квест-элементами, их прохождение не будет отнимать много времени. Сейчас, пройдя игру несколько раз, я понимаю, что здесь все зависит от тренировки. Изучив каждый уровень и отточив мастерство фехтования, начинаешь понимать, что лимит в 60 минут не так уж строг. Конечно, игра все еще требует нехилой концентрации. Здесь буквально одно неверное нажатие кнопки может привести к смерти. Поэтому я рекомендую проходить обновленную DOS-версию под названием SDL Pop. Она распространяется бесплатно, ссылку оставлю в описании. Ее фишка в том, что в ней есть реал-тайм сохранение, которое сохраняет весь прогресс, кроме таймера. То есть даже с сохранениями у вас все равно будет 60 минут на прохождение. Мне кажется, в наше время это идеальный вариант для ознакомления с видеоигровой классикой. 4-е место. Калейдоскоп портов, увенчанный расширенной версией для Super Nintendo. Несмотря на свою высокую технологичность и инновационный подход к геймплею, Prince of Persia оказалась очень дружелюбна к портированию на другие платформы. Плюс этому поспособствовали хорошие продажи игры. И так как оригинал для компьютеров Apple II у нас практически неизвестен, то версию для DOS можно назвать самой каноничной для стран постсоветского пространства. Она получила улучшенную графику, идеально воссозданный геймплей и в целом сейчас кажется самой удачной для прохождения. Далее можно
выделить версию для Dendy. Она стала по-настоящему народной. Этот порт получился не очень удачным, с недоработанной боевкой и кривыми прыжками. Версия для Sega Mega Drive выделяется более красочной графикой, но имеет множество геймплейных проблем. Например, бесячее затемнение при смене экрана и медленная реакция на нажатие кнопок. Еще стоит упомянуть версию для Game Boy Color. Разработчики смогли уместить в мелкий экранчик портативки все уровни игры без критических изменений и сделали очень плавную анимацию. Но во главе всего этого бестиария стоит версия для великой Super Nintendo. Разработчики из Konami очень сильно заморочились с переносом игры. Они вновь перерисовали всю графику, полностью уйдя от того, что было в Sega-версии. Переработали все уровни, сделав их более длинными. Придумали новые ловушки типа конвейерных лент и бревен из стены. Помимо обычных врагов в игре теперь имеется несколько разнообразных боссов. Соответственно, чтобы пройти весь этот паноптикум, нам отводится не 60 минут, а целых 120. Можно сказать, что в итоге получилась не игра Prince of Persia, а скорее Prince of Persia 1.5. Поэтому игрок, прошедший Принца на DOS или Dendy, будет приятно удивлен при прохождении 16-битной SNES-версии. Третье место. Фаталити, который можно исполнять над обычными врагами. Начав путь к побегу, наш главный герой первым делом находит меч, ведь для того, чтобы пройти первый уровень, нам нужно победить в смертельной схватке стражника. И чем дальше мы будем проходить игру, тем больше таких дуэлей нас ожидает. Но просто фехтовать на мечах было бы скучно, поэтому в игре предусмотрены и другие варианты устранения ненавистных стражников. И лучше всего эти фаталити применяются именно в DOS-версии. Начать стоит с неубиваемого скелета. Именно он и подсказывает нам, что сбрасывание врага в ямку очень интересный способ расквитаться с обидчиком. Приятнее всего это фаталити исполнять на коварном толстом стражнике. Подойдя к нему, нам отрезают путь назад, обвалив одну плитку. Меняемся местами с головорезом и подталкиваем его к прыжку в бездну. Радость вам будет обеспечена. Насадить стражника на шипы будет сложнее, но поверьте, оно того стоит. Самым эффектным фаталити я считаю шинкование стражника в разрубалке пополам. За время прохождения игры принц не раз сам будет умирать в этих стальных челюстях смерти, поэтому скормить им обидчика будет приятной вишенкой. Кстати, вражин не обязательно убивать, их можно просто обойти, поменявшись местами. Еще стоит упомянуть, что к одному стражнику можно подкрасться незаметно сзади, если двигаться короткими шагами. Это поможет срезать уровень, сэкономив драгоценное время. Поэтому использование фаталити до того, как это стало мейнстримом, безусловный плюс игры. Второе место. Самый мистический элемент игры. Злой двойник принца. Первые 3 уровня прогулка по темницам с принцем Персии кажется весьма приближенным к реальности действием. Прыжки над ямами, ловушки с шипами и злющие стражники. Все это легко представить в сеттинге реальной древней Персии. Как говорится, ничего необычного, пока не появляется оно, зеркало, преграждающее нам путь к выходу. Чтобы его пройти, нужно проявить смекалку и смелость. Совершив прыжок с разбега, мы пролетаем сквозь зеркало и видим, как в противоположную сторону выбегает темная фигура. В первый раз наблюдать за этим немножко жутковато. Кого мы там выпустили? Кто это такой? Следующее появление темного принца происходит на 5-м уровне. Рискуя жизнью, мы пробираемся через 2 разрубалки пополам, чтобы нажать кнопку и выпить заветный пузырек. Но внезапно из левой части экрана появляется знакомая нам темная фигура. Он подбегает к нашему кувшину, увеличивающему здоровье, в наглую выпивает его и убегает. И все это происходит на глазах у изумленного игрока. И тут мы понимаем, этот парень нам не друг. Постепенно мы доходим до 6-го уровня, где наш двойник проявляет себя во всей красе. Совершив прыжок через огромную пропасть и чудом ухватившись за край платформы, принц видит, как злой двойник закрывает перед его носом решетку, что приводит к невольному падению в пропасть. Момент по-настоящему шокирующий, ведь сложно предположить заранее, что падение в яму является продуманным завершением этапа. На 12-м уровне мы наконец-то встречаемся с темным принцем лицом к лицу. Но о том, как его победить, я рассказывать не буду, ведь если вы по какой-то причине до сих пор не прошли игру, то вам будет интереснее раскусить этот орешек самостоятельно. Надо ли говорить, что такая удивительная история зеркального двойника не могла оставить равнодушным ни одного геймера. Ну и на 1-м месте, думаю, вы уже догадались, расположилась самая яркая особенность игры – ротоскопическая анимация персонажей.
Для начала напомню, что ротоскопинг — это метод создания анимации путем рисования анимационных кадров поверх кадров видео. Эта техника больше всего известна у широких масс благодаря серии файтингов Mortal Kombat, где спрайты бойцов создавались с помощью фотографий актеров. Однако большинство из нас впервые увидело столь реалистичную картинку именно в игре Prince of Persia на 8-битной приставке Dendy. И надо сказать, что при первом запуске игры это действительно шокировало и удивляло. Как мы знаем, большинство игр тех лет использовало мультяшную графику с ручной анимацией, например, Super Mario, Tiny Toon или Castlevania. Поэтому увидеть на экране телевизора фигурку человечка, которая очень точно повторяет движение реального человека, было чем-то невероятным. Перефразируя дядю Сережу, можно сказать, нам дали возможность управлять настоящим фильмом. При этом сам принц, как и стражники, выполняют вполне обычные для любого человека движения. Здесь нет прыжков в 3 раза выше головы или тройного сальто, которые выполняют мужики из контры, а легкая проекция в изображении окружающих уровней лишь подчеркивает кинематографичность происходящего. Прибавьте к этому дуэли на мечах, и интерактивное кино готово. Поэтому, конечно, ротоскопинг в «Принце Персии» был главной фишкой игры, за которую ее и полюбили. В качестве бонусного факта расскажу о мультфильме, который я нарисовал по мотивам повести Виктора Пелевина «Принц Госплана». Вообще, думаю, сам Виктор Пелевин не нуждается в представлении. Сейчас он достаточно популярен, и каждая его новая книга обычно становится литературным событием. Мое знакомство с его творчеством началось с середины нулевых. Я тогда активно изучал Macromedia Flash и начинал рисовать свои первые мультфильмы. А брат как раз осваивал прохождение персидского принца для DOS. И вот, ища информацию об игре, мы наткнулись на повесть «Принц Госплана». Конечно, мы ее прочитали, и как большим любителям видеоигр она нам очень понравилась. А так как сама повесть не слишком длинная, у меня возникла идея нарисовать по ее мотивам мультфильм и заодно отточить работу в Macromedia Flash. Сюжет повествует о чудаковатом программисте Саше Лапине, который работает в каком-то госучреждении позднесоветской эпохи. Основным увлечением Лапина является игра «Принц Персии», и постоянно играя в нее, он сам начинает считать себя принцем, бегущим по лабиринту в поисках принцессы. Вообще, мир повести построен так, что у каждого персонажа имеется любимая игра, в которую он погружается с головой, и происходящее в игре тесно переплетается с происходящим в жизни. Например, чтобы сократить дорогу к зданию Госплана, Лапин через парикмахерскую находит тайный ход по подземелью игры. История получилась очень колоритная, с большим количеством отсылок к играм для DOS. Мой мультфильм хоть и не блещет красотой графики и детальностью анимации, все же очень точно следует тексту Пелевина, поэтому рекомендую его посмотреть. Доступен он пока только в ВК-видео из-за огромного количества лицензионной музыки. Ссылку на него я оставлю в описании. На этом, пожалуй, закончим 4-й выпуск 5 шокирующих фактов. Ну и напоследок расскажу вам, как мы с братом проходили, если можно так выразиться, игру Prince of Persia на Dendy. Игры этой на своем картридже у нас не было, но она попадалась на картриджах по обмену. Поэтому время на прохождение было вдвойне ограничено. Во-первых, временем обмена, а во-вторых, 60-минутным таймером. Проходить было очень тяжело. Но игра своей графикой, вот этой ротоскопической анимацией, она просто завораживала. Даже несмотря на то, что графика была 8-битная. Мы действительно как будто бы управляли каким-то фильмом. Возможно, мы проходили там 1-й, 2-й, может быть, даже 3-й уровень. Но очень быстро мы пришли к тому, что взяли книжку с паролями и перебирать эти уровни, смотреть, пытаться их пройти в таком хаотическом порядке. Но ничего, конечно же, не получалось. Во-первых, там были сложные прыжки через гигантские ямы. Во-вторых, там были эти стражники, которые в 8-битной версии очень сложно убиваются. Ну и, конечно же, не хватало времени на простое задрачивание игры. И, кстати, небольшой плюс у этих движений принца, которые срисованы с реального человека, что их можно копировать в реальной жизни, устраивать такие ролевые игры. Типа я принц, бегу и прыгаю. Ну, для детей это огромный плюс. Как-то раз я помню, что картридж нам попался без книжки с паролями. Пытаясь хоть как-то пройти немножко дальше, начали с братом генерировать сами пароли. Я хорошо помню, что мы сами догадались до пароля 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Кажется, вот такой был пароль. И он выкидывал на какой-то то ли 5-й, то ли 6-й уровень. И для нас это было просто неимоверно круто, потому что мы как будто бы сами взломали игру.
сами придумали ей пароль, и он подошел. Но, к сожалению, по-честному, игру мы так и не осилили. Прошли мы ее уже в 2000-х. Я помню, что брат, когда у нас уже появился компьютер, где-то скачал в интернете этого «Принца Персии» досовского. Он долго проходил там по несколько раз и в конце концов по-честному смог осилить эту игру. Я уже в этого «Принца Персии» не совался до того момента, как не появились «Пески времени». А вот в «Пески времени» я уже играл с удовольствием. Вот такая вот у меня история знакомства с игрой в детстве. На этом у меня все. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, вступить в группу ВКонтакте, чтобы не потеряться. И, конечно, буду благодарен, если поддержите меня на сервисе Boosty, ведь подписка на Boosty очень важна для развития канала. Еще увидимся!